Ребята, всем доброе утро, всем хорошего настроения на весь день. Посмотрите на этого ароматного красавца. Это Лакуноза Эскимо Сильвер. Слушайте, ну он у меня, конечно, в ударе. Вот эта корзинка, по-моему, уже отцветает. Новая набирает цветение. На этом цветоносе тоже зарождается жизнь. В общем, посмотрите на этого джентльмена, который пытается цвести и цветет, и не останавливается. Вот еще корзинка. Я вчера вечером думаю, кто здесь так вкусно пахнет, кто здесь ароматит на всю квартиру. А это вот этот красавчик. Веточка у него такая уже длинненькая. И, кстати, кто хочет этого красавца, я поделюсь срезиками. У нас уже длинные косы. И на этих срезиках у вас будут цветоносики. Потому что он не жадный. Если его поместить на хорошо освещенное место, вот как, например, здесь, он у вас будет вот такой красивый серебряный. Если уходят в тень его веточки, серебро теряется, но оно быстро появляется, если переставить на свет. Я его не переставляю, он здесь у меня просто так свисает. Посмотрите на эту прелесть. Эскимосики такие классные вообще, беленькие, пушистые. В общем, красавец, красавец. Пишите на Facebook Аня Ярощук. Те, кто хочет мелколистные хвои. Кроме эскимо, у меня здесь еще кое-что наросло. В принципе, я с девчонками делюсь большинством своих мелколистных хвой, потому что они растут быстрее и охотнее. Смотрите, что вытворяет Матильда здесь на солнышке. У нее тоже будет цветение. Она выдала массу цветоносов. Я прям вот так наблюдаю за ней, нахожу новые цветоносы, я в восторге. Она один раз у меня цвела в прошлом году одной корзинкой, но в этом году она решила порадовать. Вот вижу, здесь еще корзинка. Смотрите, я нашла еще одну корзинку. Вот. У нее немножко сплэша есть на листиках. Она у меня сплэшная дама. Тоже красотка. У нее такое, знаете, как у карнозы цветение, потому что Матильда это гибрид серпенс хвои и карнозы. И мне очень нравятся ее красивые в виде монеток листики. Вообще она замечательная. Я не боюсь ее поливать. У меня вот такой горшочек с поддончиком. Если я уже вижу, что вода начинает сочиться вот в этом шве, я полив прекращаю. То же самое касается лакунозы эскимо. Видите, у них два одинаковых горшочка, и они очень неплохо в них растут и цветут. Просто посаженные в рыхлый субстрат. Субстрат, в который можно взять универсальный, можно взять для декоративно-лиственных, ну тоже универсальный, и добавить перлита, вермикулита, что у вас там есть из разрыхлителей. У меня еще добавлен серамис. В общем, слушайте, я с нетерпением жду цветения, конечно же, этой красотки. Она, кстати, не сильно ароматит по сравнению с лакуновской, но у нее такие симпатичные корзиночки. Здесь, кстати, вот тоже новый цветоносик. Ой, совсем молодой. Прям в этом году моя Матильда подросла и расщедрилась на количество бутонов. Жду, жду, жду. Здесь обрастают новые листики и новые цветоносы. Но не факт, что эти новые цветоносы будут в этом году процветать. Так, кто здесь еще у меня из красивых, но еще не цветущих? Это Хоя Ребекка. Вроде как должна загорать. Кстати, не цветущих, но уже у нее появился цветоносик. Видите, какая интересность. Она у меня здесь ползет куда-то к лакунозе, хочет подружиться с ней.
Интересный у Ребекки листик. Такой, смотрите, плотненький, хороший. Мне она тоже нравится. Мне ее, по-моему, прислали в подарок. Да. И она как бы за год набрала массу от одного череночка. Вот здесь я срезала, с кем-то, девчонки, из вас поделилась. По-моему, она загорающая. Но она у меня здесь у меня притенение на окошке, поэтому немного солнышка ей достается. Ну, посмотрим. Дисхидия овата. Вот она с листиками, похожими на арбузик, она загорает. Видите, какие листики тут прям молодые, красненькие такие. У меня здесь прям, знаете, такая вот немножко пестрота, немножко осень. Очень хорошо принимается, охотно растет дисхидия овата. Мне она очень нравится. Она вот так плетется по кашпо. Ее можно ампельно, чтобы она свисала, можно, чтобы она вилась. В общем, все на ваше усмотрение. Замечательные арбузики. Мне очень нравится. Цветет она, конечно. Знаете, вот дисхидии цветут вот так, не слишком выразительно. Вот так вот. Сейчас покажу. Подсмотрим, заглянем под листик. Вот так они цветут. Гляньте, вот такие вот невыразительные цветочки. Но их много, бутончиков. Они по всем веточкам идут. Так, еще одна моя красавишна, красавица, супер хоя. Она мне очень нравится. Ваети триколор. У нее есть разные названия, но у меня она была подписана как Ваети триколор. И она действительно здесь, наверное, больше даже, чем 3 колора. Она растет, девчонки, не так быстро, как остальные. Но она просто такая шедевральная, интересная. Лист плотный. Ну, вообще. Вот новая веточка у нас растет здесь. Смотрите, какая. Усик вот такой обрастает. Усик малиновый. Листья разноцветные. Она не цвела еще ни разу. Но мне кажется, что Ваети не славится каким-то цветением, вау. Ее любят за шапку вот таких красивых, удлиненных, плотных листьев. И обратная сторона у нее у листа очень интересная, смотрите. Вообще классная. Она здесь у меня в горшочке. Горшочек с дренажным отверстием, керамический. Я подставила здесь блюдце, потому что при поливе хочу, чтобы водичка немножко оставалась в блюдце, чтобы она быстро не пересыхала. О, смотрите, я нашла еще одну точку роста. Здорово. До этого было только 2 направления роста. Вот одно, вот второе. Здесь, кстати, я срезала черенок девчонкам. Она неплохо, не быстро, но в принципе не беспроблемно укореняется. Вот видите, в тепличке, вон видите, уже корешки воздушные на узлах. Просто берете череночек. У меня она вообще пришла черенком в 2 листика. Я обычно, девочки, срезаю вот так 2-3 узла, для того, чтобы вы могли сделать несколько черенков. И чтобы у вас изначально, чтобы вы не ждали долго, чтобы изначально у вас в горшочке было 2-3 точки роста. Вот так я делаю из своего опыта, потому что мне пришло 2 листика, 2 ушка, торчащих из перлита. И мы такие красивые. Тут, кстати, она дружит с орхидеей, которая посажена в гидропонику. Видите, уже в гидропонике у нас вот такие красивые корешки. И листик у нас вот такой красивый. В общем, здесь им уютно и комфортно. Так, хочу вам еще показать здесь свой сигилатис. Тот, который обычный сигилатис, Хоя сигилатис. Он, конечно, ребята, с характером. Мне он очень нравится, но если чуть где-то зальешь, он начинает это на листьях показывать, начинает отсушивать листья, но все равно я его люблю. Обалденный. И вот на свету, на солнышке у него такая вот каемочка на листиках. Сейчас есть альбомаргинатные варианты. У меня есть еще один сигилатис, я вам позже покажу. Он с более круглым таким листиком, по-моему, Ах 001.
Он у меня вот так посажен, пока еще временную такую посадочку. И, кстати, ну вот я недавно поливала, он еще влажный. Тут главное его не залить. Усик этот пошел как-то наверх, я его приколола и разрешила ему вот туда вот плестись. Ну, пускай. А второй ус я просто спустила вот так вниз, пускай растет вниз ампельно. Тоже быстро укореняется, без проблем. А череночек могу тоже вам срезать на пару узлов. 2-3 узла, делаю черенок, а там смотрите сами, как вам удобнее. Если вот 3 узелка вот так вам срезать, вы можете на 3 череночка, можете на 2 разделить потом черенок и укоренять, чтобы он был погуще. У меня здесь 2 черенка. Не, вернее, черенок один, просто он раздвоился вот в этом узле, видите, разошелся в 2 стороны. Ну вот такой красавчик вырос за год. Кто-то его наматывает, он тогда становится такой более пышный кустик на опоре, если его намотать. А я его пустила так ампельно, чтобы он болтыхался среди вот зарослей хлорофитума. Так, ребят, хочу вам еще одну хою показать и хочу посмотреть на нее. Это ETS-10. Ой, тоже такая моя хоя, которая мелкашка, но которая очень долго у меня адаптировалась. Интересная такая хоя с каплевидными листьями. И я вижу там что-то у нее в горшочке розовое появилось. Хочу посмотреть. Сняла ее поближе, но мне кажется, там просто желтит она свой листик. Да, а мне показалось, думаю, или цветение там что ли началось, что там происходит, не пойму. Вот такая интересная сама кустица. Было по приезду маленькое растение, маленький черенок с 2 маленькими листиками. Вот так вот мы за 2 года. За 2 года, да. В принципе, у меня вот этим мелкашкам по 2 года, ребята, уже. И Матильда приехала одновременно с Эскимо, с вот этим красавцем. И вот Вайети. Это самое первое видео на канале о том, как я распаковываю свои первые хои. И в основном это мелкашки. Из них самая крупная это была Матильда. Кто хочет, посмотрите. Ссылочку оставлю на это видео в описании. Вот так, посмотрите, как они за 2 года подросли. Да. И вот эта красавица, она очень долго сидела, не хотела ничего растить. И вот, знаете, когда вот я ее уже перевалила аккуратно, она по корням тоже не сильно шустрая, как и по росту. Но она вот 2 года просидела у меня, и только через 2 года у нее начался, прям я вам скажу, бурный рост. Ну, зная, как она росла до этого в течение 2 лет, то последние полгода она просто дала жару. Тоже вижу, вот здесь я делилась с кем-то из девчонок. Надеюсь, что у них получилось ее укоренить, эту красивую, интересную хойку. Тут немножко я вижу на листьях следы от моего некомпетентного полива, либо это ожог. Ну, очень часто хои на листиками показывают, что что-то им не нравится. Либо залив, либо пересвет. Такое тоже бывает. Красота. Я развернулась сюда, и здесь у меня вот такая красота. Тоже из 2 листиков, 2 ушка было. Она у меня постоянно цветет. Вот недавно было цветение. Тут пахло в комнате таким, знаете, творожком, йогуртом, чем-то молочно-кислым, вкусненьким. Это Хишкелиана вариегата. Она очень нарядная. Я вам сейчас и не достану ее даже. Вот в таком она горшочке у меня. Вот такие у нас корешки. Я сейчас высаживаю только в прозрачные, стараюсь, горшочки. Там у нее поддончик стоит. И вот она в поддончике. Она любит попить. Она вот так у меня в корзинке здесь болтыхается. И очень ей нравится. Вот так ампельно. Сначала она у меня росла на такой круговой опоре.
Но потом мне захотелось все-таки ее поместить немножко по-другому. Вот здесь где-то был цветонос, он уже отцвел. Да, вот он один-единственный ароматил на всю комнату. Но мне она очень нравится. Хишкелианы вообще. Многие жалуются, что вот это именно варигатная, никак не удается с ней подружиться, потому что она очень медленно растет. Ну да, варигатные красавицы, им надо побольше освещения, и они дольше разгоняются, но потом они очень прекрасно разгоняются и прекрасно радуют своими листиками, дают несколько направлений роста. У меня здесь вот, смотрите, на одном черенке вот по 3 направления, по 4 роста. Не бойтесь ее чаще черенковать, потому что она тогда охотнее. Вот смотрите, вот у меня веточка. Не знаю, эту веточку я черенковала или нет. Вроде нет. Или да. Ну, в общем, здесь у меня вот 3 направления роста. Видите, как она кустится. Становится такая пушистая-пушистая. Я просто ее, девчонки, вот так вот немножко, чтобы она... Ой, сейчас. Немножко вот так ее, чтобы она схватилась за горшочек. Вот так. Вот тут, по-моему, еще растет один зонтик. Я его немножко смыкнула, видите, пошел млечный сок. Вот, еще одно цветение у нас намечается, есть бутончик. Бутончики появляются. Так, и здесь у меня из мелкашек, сейчас вам еще покажу, кто есть. Ой, слушайте, я вам сейчас еще покажу, что у меня кактус вытворяет на окошке. Посмотрите, какой красавчик. Цветет. Бесконечно люблю его, он постоянно в цвету. Так, здесь у меня 4 вида хой. Вот так они друг над другом расположены в подвесах. Ну, им здесь очень нравится. Это Кранхиниана Black Leaves. Кто-то называет ее лакуноза, но вообще она Кранхиниана. Она у меня один раз за все время пребывания в моих условиях скинула корни. Прям вот в этом стаканчике. Она просто, видите, уже тут надо менять грунт, тут уже прям видно высолы. Но я не хочу ее тревожить. У нее сейчас много точек направления роста, ей все нравится. Единственное, где-то я даже видела цветонос, единственное, что она у меня не цвела еще. Но она набирает массу, много черенков именно от этого кустика уехала к девчонкам. И просто срезы, и укореняшки. Что я сделала, когда она сбросила корни? Я ее просто перестала поливать, срезала черенки, которые были еще в нормальном состоянии, с хорошим тургором. Просто когда она скидывает корни, тряпочки становятся, листочки становятся как похожими на тряпочки, такие, знаете, без тургора. Я быстренько сделала ей стрижку. Черенки поставила на укоренение, потому что мне казалось, что все, я растение могу потерять. Но через время, без полива, она просто отрастила новые корни и начала растить заново свою шевелюрку. Такая вот красотка. У нее прям, знаете, такой темный черный лист. Если ее сравнить с теми же лакунозами обычными, даже с тем же Eskimo Silver, то она не в таком бурном росте находится, как он. Тот растет намного быстрее. Так, ну здесь выше моя Куртиси. Ой, сколько веточек уже поехало к новым хозяйкам. Мне кажется, что эта хоя не особо доставляет проблем. Единственное, надо ей сделать такой рыхлый грунт, опять-таки не пожалеть перлита, и тогда следить за поливом. То есть, если у вас грунт рыхлый и у вас светлое расположение, будет быстро просыхать, можете засушить. Если вы поливаете, тогда надо чаще поливать. Если вы любите поливать и часто поливаете, добавляйте
больше перлита, больше таких компонентов, чтобы просыхал грунт, чтобы он не был тяжелым. Но она молодец. Она молодец. И мне такое ощущение, что она любит стрижку. Ее стригешь, она больше дает направление роста. И она вообще так обрастает такой красивой шапочкой. Мне очень нравятся ее листики. Вообще, посмотрите на этот камуфляж. Просто вау. Размер маленький, а листики замечательные. Ну, класснючие. Молоденькие листики, они более вот такой в коричневый цвет уходят, потом они зеленеют. Красавица. Насчет цветения не могу ничего сказать, лично из своего опыта. В интернете много цветущих фотографий с цветением этой хвои. У меня она ни разу не цвела. Но я думаю, что это в скором времени, я думаю, что она зацветет тоже. Красивая. Здесь у меня под потолком моя ротундифлора. Так мне понравилась ее форма листика в виде кирпичиков, таких прямоугольников. Но она у меня светлая. У девчонок есть темные листья, а у меня они более светлые, наверное, потому что у меня южная сторона. И вот, наконец-то, она у меня решила дать в разные стороны усики. У нас сейчас 4 направления роста. Я очень надеюсь, что это будет со временем красиво. Я думаю, что когда они обрастут листьями, а листья тяжеловатые, они такие суккулентные, кстати, опушенные, такие интересные, то веточки опустятся. Видите, какой листик интересный. Такая структура у него интересная. Запасают водичку. Долго тоже стояла без особого движения, но я к ней не имела претензий, поливала по мере просушки. И вот она весной этого года расщедрилась на 4 направления роста. Ну, посмотрим, как она за лето как они обрастут. Видите, вот такие маленькие листики. Интересные. Такая вот. Но мне она понравилась, я не знаю. Я когда ее увидела у девчонок в обзорах, мне прям тоже захотелось вот такую необычную приобрести хвою. Но у меня она такая нежно-салатовая. У вас, девочки, я знаю, темный, зеленый, такого бутылочного цвета. И вот еще одна моя капризная девочка. Это у меня называется инфлата. Ой, ребята, ну я не знаю. Очень она у меня долго-долго не росла. И вроде корни у нее есть там, ну не в большом количестве. Она и приехала с небольшим количеством корней. Но мне кажется, что она их, наверное, сбросила в моих условиях и потом наращивала заново. Я ей не мешала. И вот сейчас только она разгоняется, наращивает листики. Но это, знаете, как это сказать, прям разгоняется. Это громко сказано. Но она старается. Она старается. Интересное цветение у инфлаты. Желтые красивые колокольчики. Ну, кажется мне, что я буду их долго ждать. Ну, посмотрим. Бывает так, что хвоя, вот я говорю на примере моих других хвой, может несколько лет сидеть, а потом вдруг, нарастив, скорее всего, массу корней, она начинает наращивать большое количество листьев. Вот. Я надеюсь, что она у меня, что она не подведет, и что я увижу скоро красивый кустик. Но пока, вы знаете, вот эти пару сантиметров с листьями, ой, уже, наверное, больше года, может, около года мы наращиваем. Не спешим. И вот предыдущий узел, листья пока еще маленькие, но мне кажется, они еще растут. Такая вот инфлата. Либо неудачный черенок, либо мои условия не помогают ей расти лучше. Но я еще думаю, что, возможно, надо поменять ей грунт. Тоже такое может быть, что она, я заметила, как и многие хвои, она еще в своем стаканчике, в котором она приехала. И, скорее всего, что это какой-то кокосик или нет. Нет, ну это похоже на торф.
Видите, корней практически не видно. Но они же где-то... Не, ну они есть, но они в очень небольшом количестве. Возможно, что если ее перевалить, пересадить, то она начнет расти получше. Может, я так и сделаю. Может, ей не нравится грунт, в который она посажена. Он, возможно, истощен. Надо ей помочь. Главное не навредить. Помочь мы можем. Главное не навредить. В общем, друзья мои, вот такие вот истории о моих мелколистных хоях. Это еще не все. В другой локации у меня тоже есть мелколистные хои. Там у меня есть еще один сигилатис, еще есть DS70. Я вам чуть позже покажу, как на сегодняшний день обстоят дела у них. И, в общем-то, здесь, конечно, собрана основная масса мелкашек на этой стене почета. Ну, они здесь вот так красиво ампельно растут. Мне это нравится. Очень уютно и очень зелено. Я представляю, со временем они здесь оплетут все, и будет прям такая зеленая, даже не зеленая, разноцветная стена с цветущими хоечками. Все, сейчас мы с вами пойдем посмотрим еще на DS70, она у меня на опоре. И вот эту, я думаю, все-таки я, наверное, пересажу. Сегодня прям возьму побольше стаканчик. Вы скажете, Аня, мало корней. Но я просто хочу заменить ей грунт. Ну вот вижу, корешки тут растут потихоньку. Девочки, напишите про свои инфлаты. Как у вас обстоят дела? Моя как-то вот еле-еле. Может быть, они так и растут медленно. Я не знаю. Так, ребята, продолжаем. Обещала вам показать еще парочку своих мелколистных хой. Ну вот, посмотрите. Сигилатис, который имеет вот такую интересную окраску. Даже один из листьев полностью решил покрыться серебром. Интересно. Очень интересно. По-моему, это Ах 001. В общем, девочки, я подпишу. Вот он у меня вот так вот выдал ус. И этот ус я пытаюсь закрепить. Второй ус тоже есть, но он почему-то расти не спешит. Мне кажется, что он там уже укореняется. Видите? Интересно. Но вот такая вот красивая листва. Мне нравятся очень его листики. Отличается от обычного сигилатиса. Меня очень заинтересовал вот этот лист. Видите, какой он интересный. Немножечко у него были не то что проблемы, а пока я не притенила окно, несколько листиков подгорело. Пришлось с ними расстаться. Ну ничего, думаю, что нарастут новые. Такой вот красавчик. Интересный сигилатис. Боже, сейчас столько разных сигилатисов оказывается. Я посмотрела у ребят обзоры, и там прям вообще очень-очень большая коллекция у многих различных сортов, можно сказать, одного этого вида или как. Наверное, сортов. Ну, невероятно красив. Цветет вроде любой из них одинаково, но у меня еще цветения не было. Надеюсь, этот устик быстро обрастет. И не за горами то время, когда мы зацветем. Покажу вам еще одну любимую мелкашечку, которая постоянно цветет и цветет. Пахнет кисленьким. Кстати, запах у этой хои точно, очень, не точно такой же, но похож с запахом, с ароматом хои при цветении, который источает это хишкелиана. Так я вам скажу. Это загорашка моя такая, DS70. Ее называют буртони. Посмотрите, как она любит цвести. Посмотрите, сколько цветоносов. Здесь, здесь. Но их просто не счесть. Вот здесь,
Вот. В общем, по всем веточкам везде цветоносики. Так, надо ее немножечко покупать. Это она обрызгивалась от вредителей. Ну, после этого... наверное, это средство просто не смывается, надо потереть. После этого вот на этих веточках уже обработки нет. И листики симпатичные. Хоть и притенила, но все равно ультрафиолет проходит через притенение. Хотя вроде как нет, не должно проходить через стекло ультрафиолетовое излучение. Просто вот люксы в достаточном количестве приводят вот к такому цвету листа. DS70 у меня варигатная. Ну, она такая прям симпатичная, красивая. Я видела, ребята ее ампельно выращивают, а я ее подняла на опору. Ну, вот такая вот мелкашечка у меня есть. Очень симпатичная. Эти две хои у меня растут в керамической посуде, и поэтому я стараюсь следить за их поливом, потому что они очень быстро просыхают. Я даже уже знаю вес горшка приблизительно. Но вот сейчас тяжелые горшочки, значит, с поливом еще пару дней можно повременить. Кто у меня еще есть из мелколистных, я вам показывала. Наконец-то я пересадила свою эту красавицу. Она у меня не спешит сильно расти. Это Белла, которая имеет варигатность. Называют ее Льюис Бьюис. Кстати, любительница обильного полива. Ну, пока вот так это выглядит. Ну, по-моему... Ой, а что здесь? А что здесь? Давайте посмотрим. Неужели это формируется цветение? А ну, а ну. О, да, цветонос. Очень интересно. А я думаю, чего она приостановила свой рост? А она решила меня порадовать цветением. Но вот сегодня надо уже дать ей попить, потому что она из тех, которые быстрее всех просыхают. И лучше с ней не шутить. Так, еще одна не совсем быстрая хоя, но вот корни она сейчас, кстати, после пересадки быстрее, чем Белла начала показывать и наращивать. Это красавица Nabavaensis. Правильно я говорю? Nabavaensis, скорее всего. Nabavaensis. Я первый раз сказала неправильно название. Она тоже у меня приехала череночком с двумя маленькими листиками. У меня оптимистических прогнозов на ее хороший рост не было. Но все обошлось. И вот сейчас у нас несколько точек роста. Я надеюсь, что скоро у нас будет симпатичный кустик. Такая вот капризная дамочка. Ну, симпатичная. Видите, у нее розовая варигатность. И есть сплэш такой, как звездное небо. Очень красиво. Думаю, когда будет большой красивый куст, будет это вообще замечательно. Так, ну не знаю, отнести ли к мелколистным полинейру. У меня их несколько. Сейчас я вам покажу вторую. Вот она. Их у меня 2 экземпляра. Вот такие вот дамочки. Ну, раз они уже здесь, я вам покажу эти 2 красавицы альбомординатные. Они у меня наращивают корневую систему, наращивают листовую массу. И я очень жду, когда они начнут куститься. Хотелось бы побыстрее увидеть. И хотелось бы дорастить их до красивого такого пушистого состояния. Ну, из маленьких мелколистных у меня есть еще здесь черенок от Дисхидии хирсуты. Сама Дисхидия у меня находится в 3-й локации. А это просто был мною срезан небольшой черенок. Он стоял некоторое время в тепличке. Я увидела, что начался рост и корней, и усика. И я уже начала адаптировать к комнатным условиям. И стоит просто на полочке. В общем, друзья мои, вот такие вот небольшие наши успехи. Сейчас только полью вот эту красоту.
потому что переживаю, чтобы она не пересыхала. А, кстати, с полинерой надо быть аккуратным с поливом, дозированно поливать, потому что вот наличие этих двух черенков — это результат моего залива предыдущего, их материнского растения, скажем так. Потому что я залила, корни испортились, и все. Теперь я очень аккуратно поливаю, очень аккуратно, буквально по столовой ложке. Я их не балую. Все, друзья мои, всех обнимаю. Всем мира и добра. Всем всего самого-самого наилучшего. Обнимашки.